Всем привет, ребят! С вами Марина, вы находитесь на канале FIFA by Girl. Обсудим этот ужасный матч против Астон Виллы. Полетели. Сразу перехожу. Я была уверена, что Манчестер выиграет, минимум, с разницей в 3 мяча. То есть трешечку забьет. 3-1, 3-2, нет. Я думала 3-0, 4-1, вот так. Я прям была уверена, что очень много будет голов. Hello, моя уверенность. По составу. Состав хороший был. Де Геа на воротах, Ван-Бисака, Варан, Магуайр, Шоу, которые сломались. Магуайр и Шоу небольшие травмы получили. Мактомини, Фред, Гринвуд, Фернандеш, Погба, Роналду. В запасе Витя Линделев, который вышел, отыграл ужасно. Марсиаль, Лингард. Ожидал увидеть Лингарда, Джейси не вышел. Далот заменил Люку Шоу, Кавани заменил Мактомини. Том Хиттон, Санчо, Матич, Ван де Бек. Чтобы вы понимали, ни Марсиаль, ни Лингард, ладно, Марсиаль фиг с ним, Лингард, Санчо и Ван де Бек не появились. Окей. Роналду был, да, с первых секунд. И остался до конца. Состав Астон Виллы. Мартинес, Минкс, Хаус, Конса. Этот Хаус забил и в конце пенальти привез, ну ладно. Таргет, Луис, Рэмзи, Маклин, Кэш, Уоткинс, Инкс. Хочу выделить Кэша и Маклина. Кэш просто крутой чувак. Запас. Буэндия, я не знаю почему, может кто-то знает, в комментариях напишите, почему он на лавке сидел, не поняла. Стир, Трауре, Эшли Янг, Накамба, Эль Гази, Чуквуэмека, Арчер, Богарт. Ладно, это все понятно. Состав Манчестера предсказуемый, Погба слева, в атаке, все как обычно, ничего нового. Он уже не ЦП, он уже ЛП практически. Но сначала я скажу пару слов о том, что не могу понять, почему такая несогласованность действий была между Де Геа и Магуайром, и Де Геа и Ван-Бисакой. Правда, непонятно. Столько было моментов, эпизодов, где могли сами себе привести. Парочка была, а потом еще и атаковал опасно бирмингемский клуб на контратаках. Но крепко себя проявили, но не так, как Вест Хэм в прошлой игре, да и в позапрошлой. Астон Виллу можно было обыгрывать, и нужно было это делать. Астон Вилла — это не Вест Хэм. Да, она хлопнула Эвертон, но сейчас-то на Олд Траффорде, при родных стенах, не знаю. При родных стенах, не знаю, в общем, что за ерунда была. Просто отвратительно. Я не знаю, как это объяснить. Вот впору, правда, Вудварду сейчас говорить: ребята, я дал вам всех. Это не проблема Вудварда, да? Я понимаю, нужно время, то, что команда не может забить и сыграться грамотно. Нужно время, я это понимаю. Но не в матче с Астон Виллой. А что будет дальше? С Челси, с Ливерпулем и прочим? Сити? Мы будем по 5 мячей пропускать с такой обороной? С такой несогласованностью действий? И с таким невезением? Столько было моментов. Не смогли забить, прошить оборону. Хорош был Мартинес. До сих пор не понимаю, как Арсенал мог от него избавиться. Да, возможно, номер 2, но здесь он номер 1, а в Арсенале он просто ему не давали шанса. И поэтому они взяли Рамсдейла, который, мне кажется, вообще не соответствует уровню Арсенала. Но это мое оценочное суждение. Ладно, не об этом. Вернемся к этой прекрасной, в кавычках, игре. У Манчестера могу выделить Роналду, естественно, Гринвуда, старался паренек. Бруно тоже старался, у него удары не шли, как и пенальти последний. В защите Ван-Бисака хорош, Фред нормально отыграл, Погба тоже неплох был. Де Геа вообще великолепен. Варан стабилен. Магуайр немножко косячил, но уверен. Шоу 50-50. Ван-Бисак хорош. В общем, ребята, опасалась я у Астон Виллы Уоткинса. Как оказалось, пришла беда, откуда не ждали, с углового, который, по-моему, начал Линделев пару каких-то левых угловых из-за него, один точно, потом второй, третий, и прилетел угловой. Как я слышала в послематчевом интервью, сказал Уле Гуннар Сульшер, тренер наш любимый, что все это с офсайда, забитый гол, типа там угловой неправильно назначенный, что ли, я так поняла, потому что гол-то с углового забили. Якобы угловой не надо было назначать. У него всегда есть отговорки. Мы всегда давали ему шанс. Я лично думала, надо дать шанс чуваку. Это из внутренней системы Манчестера. Я понимаю, это где-то он не дорабатывает, ему надо еще учиться, но он хороший тренер. Это лучше, если бы мы взяли Почеттино, окей. Наверное, он немножко не соответствует уровню МЮ, мне кажется. Хотя, с другой стороны,
Вот он не виноват, что игроки не забивают. Ну, правда, он не виноват. Возможно, надо было дать пробить Роналду, а не Бруно. Это как и штрафные. Роналду один дали штрафной. Из 2, по-моему. Бруно бил первый, вторым бил Роналду, уже штрафной. А вот пенальти, я вообще не поняла, почему Бруно. Типа, ты пришел к Криштиану, но вот Бруно у нас штатный пенальтист. Не справился с давлением. Бруно винить я не хочу, ни в коем случае. Просто надо было забивать с игры. Не один, а несколько голов желательно. Потому что разница голов важна в этом чемпионате, естественно, как и везде. Ну, в общем, дело в другом. В том, что, не знаю, что-то какая-то полоса невезения. Бьют, не могут забить. Что в прошлой игре на кубок, что сейчас. В прошлом матче АПЛ с Вест Хэмом Манчестеру также пенальти назначили в его ворота, точнее, там Де Геа спас. В этот раз Манчестер бил. Ну, валидольные концовки, 93-я минута и такие моменты. Очень жаль Бруно, он такой грустный был, что пипец, но ничего не поделаешь. У меня один вопрос к Оле Гуннару Сульшеру. Почему так проваливается тактика в его действиях? Правда, я очень часто вот замечала, молчала по этому поводу, ну вот иногда, может быть, говорила, но на самом деле редко. Почему тактика такая провальная? Ну что это вообще такое? Почему ты меняешь, она говорила, да, с Мактомина и выпускаешь Кавани? Не лучше ли выпустить быстроногого Лингарда? Все-таки Кавани, он такой, ну, может быть, на 2-м этаже, думал, он сыграет, но там есть высокие ребята. Хотя он их заменил высоких, и Магуайра, и Мактомина. Не знаю. Наверное, на угловые рассчитывал. Почему не дали шанс Санчо здесь сыграть? Гринвуда можно было смело заменить. Он все, что делал, это он старался, я ничего не говорю, но он перекладывал на левую ногу, он не может быть с правой. То есть он вообще не пытается даже. Где пытается, там ничего не получается. Было видно, что он потеряет пару секунд, пока переложит ногу на левую, мяч на левую ногу. Но это пипец. В статистику пойдем. 28 ударов у Манчестера, 7 у Астон Виллы. 4 в створ, 3 в створ. Владение 60/40, пасы 402-266, точность пасов, фолы, желтые, красные, офсайды, угловые. Очень здорово. Манчестер на 4-м месте. Первое поражение, кстати, у него. Челси, кстати, тоже проиграл Манчестер Сити. Ливерпуль и Сити без поражений, но пока что идут. Но, как мы видим, в Ливерпуле 5 игр. Ну, я не знаю, что вам сказать, ребята. Сейчас у меня просто шок от происходящего. Я очень расстроилась, честно вам скажу. Ну, как и все болельщики. Просто я решила уже не психовать, не расстраиваться, не переживать. Ну, а как этого не делать, когда твоя команда катает вату? Вот в первом тайме они старались, да, но они их ловили на контратаках. И Астон Вилла их ловила и могла забивать. Если бы таргет в цель попал, свою фамилию он не оправдал, бахнул там по воробьям в небеса с 2 метров. Потому что коленку мяч попал, а не он нашел мяч. Мяч его нашел и в коленку, и улетел. Потом моменты были еще... Я так вспомню, навскидку были моменты. С углового опасно бил игрок. Тоже, по-моему, Конса или этот Хаус, кто-то из них. И что мы имеем по итогу? Манчестер бьет. Как будто не хватает искры, я не знаю. В общем, Роналду очень расстроен был, естественно. По-моему, видно прям это было. Но не одним Роналду надо быть сытым, как говорится. Криштиану может покинуть через 2 года Манчестер, и опять будем у разбитого корыта. Нельзя от него так зависеть. Ну, не ладится у него игра, можно и заменить. Ну, понятно, что здесь можно было его на фланг, а в нападении хотя бы Марсиале, ну, нет, они выпустили Кавани. Ну, ничего не вышло. Надеялись на Кавани, но не оправдал. Мало времени, согласна. Не знаю, ребят, что вообще говорить по этой игре. Во втором тайме моменты были у тех, у других, но вату катал Манчестер неимоверно. В концовке за 15 минут прям еле-еле, как будто уже выдохлись. А потом, когда пропустили, включились, побежали и пенальти получили игроки Астон Виллы. И все. И вот надо же такой триггер. Тебе забивают, ты сразу включаешься, как в себя приходит. Это ненормальная фигня. Я не знаю, мне кажется, там психологическая какая-то тема. Меня вообще это очень все расстроило. У меня вообще шок просто. Просто шок. Нет никакого объяснения вообще у меня, честно говоря, этому всему нет. Ну, правда.
Дехеа хорош, он молодец. Но, к сожалению, он ничего не мог поделать. Там с углового затылком очень классно этот хаос пробил. Ой, ребят, в общем, печальная. С Манчестером какая-то беда случилась. Я не знаю, может быть, там в психологическом плане, я не знаю что. Роналду пришел, заиграли, потом бац. Надеюсь, следующие игры выиграем. Но не знаю вообще. Не могу даже объяснить. Тут не предугадаешь уже. Даже не угадать, как сыграем. Вот смотри, 24 числа Манчестер играет с Ливерпулем. Нормально вообще это? Что? Ну тут будет настрой другой. На Ливерпуль они настроятся. С Аталантой игра будет вообще непростая. 20-го. С Лестером я тоже не думаю, что будет легко 16-го. С Эвертоном могут с Эвертоном. Вильяреал могут. Но не знаю. В общем, ребят, очень расстроилась я. Аналитика вот такая вышла. Никакой логики, никакого объяснения у меня нет. Просто не дорабатывают, не везет где-то. Я бы не сказала, что они какие-то, допустим, ну, я не могу их назвать непрофессионалами, конечно же, нет, но типа, что они ленятся. Нет, они просто, им не везет, вот и все. Могли забивать смело. Нет, они не могут. Элементарные моменты. Грин вот на левый перекладывает. Блин, правый не умеет чувак бить. Роналду в офсайд забежал тогда. И вот все какая-то сумбура, какой-то путаница. И ты думаешь, пипец. Ну там, конечно, момент был, когда фолили на Магуайре в штрафной, но судья сказал, вообще, судейство английское, я не перестаю удивляться ему и не перестаю говорить, что это бред. ВАР включается, когда он хочет, а не когда вообще в любых спорных эпизодах. Майк Дин говорит, вставай, и не было никакого пенальти. Ну а как вообще это объяснить? Не знаю, у меня, в общем, нет никакого понимания. У меня есть только расстроенные чувства. Я не знаю, что еще, кто должен прийти в Манчестер, чтобы шли победы, чтобы команда была заряжена. Я не знаю, честно вам скажу. Вот на такой ноте давайте закончим. Glory Man United. Надеюсь, что Манчестер соберется. И Бруно пусть не унывает. Там ему в раздевалке, конечно, ребята скажут. Но я не знаю. Теперь вопрос, кто будет бить пенальти. Может быть, стоит Криштиану дать их бить. Хотя, может быть, сейчас для уверенности Бруно будет дальше бить. Я думал, кстати, он козырьком пробьет, но нет, он бахнул и по небесам. С нервом не справился. Он очень расстроенный, конечно. Это Бруно, все это понятно. Но это такое на 93-й бить пенальти. Блин, отдай Криштиану, он разберется. Ладно. Все, ребят, в общем, невезение какое-то сплошное. Что я могу сказать? Не дорабатывают где-то. Но мне кажется, эта машина под названием Манчестер Юнайтед включилась на 60%, к сожалению, пока что. Все, ребят, увидимся с вами на стримах, в роликах. Всем спасибо, всем пока, салют. Болейте, только футболом.